Китайская армия в Украине. Письмо Зеленского, которого не было, а Беларусь остается без IT. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Секретный флот Кремля. Экологическая бомба замедленного действия. США запрещают Британии делиться с Украиной данными. Лукашенко приглашает Трампа и Зеленского с Путиным в Минск. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Трамп обещает золотой век для США. В своей рекордной 100-минутной речи перед Конгрессом Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, но конкретики в них было минимум. Также сделал несколько странных заявлений, например, говорит, что Зеленский написал ему письмо. Посол Украины в США и офис президента страны заявили, что Владимир Зеленский не писал личного письма Дональду Трампу. Оказывается, президент США назвал письмом пост Зеленского в социальных сетях, что вызвало недоразумение. К тому же Зеленского тайно убеждали возобновить переговоры с Трампом перед этим выступлением в Конгрессе. Об этом пишет CNN. Видимо, на это и был расчет американского президента. Но в целом Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что страна вступает в золотой век, объявил о заморозке всех федеральных наймов и международной помощи, а также о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Совета по правам человека ООН. Он назвал эти организации дорогостоящими для страны. Одного из конгрессменов пришлось вывести даже из зала из-за того, что тот активно высказывал свою позицию. Дональд Трамп сообщил о поимке террориста, виновного в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана и о доставке его в США. Подчеркнул, что при найме специалистов в любых сферах приоритет будет иметь профессиональные навыки, а не раса или пол. Трамп заявил о запрете операций по смене пола у детей, введении уголовной ответственности за создание и распространение порно-дипфейков в интернете. Президент США пообещал установить американский флаг на Марсе и за его пределами, увеличить пошлины на импорт товаров из Индии, Китая и Евросоюза, ну и говорит, что Европа тратит больше денег на российскую нефть и газ, чем на оборону Украины. Правда, сумму не назвал. Ну и, конечно, не обошлось без угроз, к примеру, Гренландии. Если вы решите, мы будем рады принять вас в Соединенные Штаты Америки. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности. И мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее. И я думаю, что мы ее получим. Так или иначе, мы ее получим. Мы обеспечим вашу безопасность. Мы сделаем вас богатыми. И вместе мы поднимем Гренландию на такие высоты, о которых вы раньше и не подозревали. Дональд Трамп сообщил, что за 6 недель Илону Маску удалось сэкономить налогоплательщикам $105 миллиардов благодаря сокращению контрактов, увольнениям и борьбе с мошенничеством в парламенте. Реакции конгрессменов на все эти заявления были довольно резкими. Об экономической реальности, с которой сталкиваются 60% наших людей, или об огромном стрессе, в котором они живут. 90-минутная речь и ни слова об экономической реальности, с которой сталкиваются американские рабочие. Про Россию Дональд Трамп говорит, что Кремль увидел возможность напасть на Украину после вывода американских войск из Афганистана. Ну а сейчас, говорит, Россия хочет мира, а Украина якобы, теперь тоже. Президент сообщил о строительстве одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске. Ну и самое сложное, объявил о создании новой мощной системы противоракетной обороны Golden Dome, Золотой купол, и призвал Конгресс выделить средства на ее разработку. Ну а мы помним о стене на границе с Мексикой во время первой каденции Дональда Трампа. Тогда огромные суммы были выделены, но стена так и осталась предметом споров и конфликтов. В лагере демократов резко негативно встретили выступление Трампа, вот как они это объясняют.
Все эти выходки с тыканьем пальцем в зал, все эти специальные гости, все эмоции вокруг иммиграционного контроля, все это отвлекает внимание от того, что они на самом деле задумали, а именно лишить американский народ пособий, снизить налоги и сохранить кучу денег для своих богатых друзей. Трамп может стать рекордсменом по количеству попыток отправить его в отставку. Конгрессмен Эл Грин, тот, которого как раз вывели из зала во время выступления президента, заявил, что тот не годится для своей должности и начал процесс импичмента. Я готов понести любое наказание. Я никому не говорил, что не надо меня наказывать. Я сказал, что приму любое наказание. Но это стоит того, чтобы люди знали, что среди нас есть те, кто будет противостоять желанию этого президента сократить Medicare и Social Security. Для того, чтобы запустить процесс импичмента в Палате представителей, нужно простое большинство, 50% плюс 1 голос, а для отстранения президента 2/3 голосов в Сенате, это 67 из сотни. Сейчас в Сенате 53 республиканца, 45 демократов и 2 независимых сенатора, сотрудничающих с демократами. Ни один президент США не был окончательно отстранен через импичмент, хотя некоторые проходили этот процесс. К примеру, Эндрю Джонсон в 1868 году, импичмент в Палате, но оправдан Сенатом. Билл Клинтон в 1998, импичмент в Палате, но оправдан Сенатом тоже. Ну и сам Дональд Трамп дважды импичтирован Палатой, но оправдан Сенатом оба раза. Возможен ли импичмент на этот раз? Как думаете, дойдет ли до этого? Пишите в комментарии под этим видео, не забывайте. «Не нужно нагибать Зеленского», — говорит Лукашенко. Видимо, что-то знает. 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров. Полчаса на самолете проезжайте. Вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа посетить Беларусь. Неожиданное предложение рождает множество вопросов о том, какие будут цели у Трампа, вообще зачем ему ехать и какие будут последствия от такого визита. Соединенные Штаты запретили Британии передавать разведданные Украине. Теперь британские спецслужбы и военные структуры не могут делиться информацией, полученной от США с украинскими коллегами. Эта мера – часть общей стратегии Вашингтона, который уже заморозил военную помощь Украине, правда, пока не официально. Судя по всему, США хотят контролировать, кто и как использует разведданные, а также давить на Киев, чтобы тот проявлял готовность к переговорам. Издание Daily Mail цитирует анонимного украинского военного чиновника. У нас есть 2-3 месяца, после этого положение для нас будет очень тяжелым. Это не будет полным крахом, но мы будем вынуждены отступить из некоторых районов быстрее. Запрет затронул все британские разведывательные службы, включая местный аналог АНБ, а также военное ведомство. Данные передаются между странами, которые состоят в разведывательном альянсе «Пять глаз». Поэтому если Британия пойдет против этого решения, весь союз может посыпаться. Американский гигант BlackRock захватывает контроль над инфраструктурой Панамского канала, вытесняя китайское влияние. Сделка на $23 миллиарда с гонконгской компанией передает ключевые порты Бальбоа и Кристобаль под управление США. Эта молниеносная операция произошла сразу после резкого заявления американского президента о том, что Китаю принадлежит Панамский канал, а мы его Китаю не передавали. Я хотел бы подчеркнуть, что эта сделка носит исключительно коммерческий характер и никак не связана с недавними политическими новостями о Panama Ports. BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, вместе с партнерами приобрели 90% акций Panama Ports Company, управляющей портами на обоих концах канала. Кроме того, сделка включает 43 объекта инфраструктуры в 23 странах.
Появились тревожные сообщения. Китай рассматривает возможность неофициального участия своих бойцов на временно оккупированных территориях Украины для получения боевого опыта. Но, кажется, пока рассматривает, кто-то уже рассмотрел. В сети появляется видео с людьми в форме, похожей на российскую, говорящими на китайском и даже пишущие на стенах на китайском. Но, как говорят, если это выглядит как утка, крякает как утка, плавает и летает как утка, то, скорее всего, это утка. По данным Центра национального сопротивления, китайские представители действительно часто замечаются в рядах оккупантов, но официального подтверждения, естественно, нет. Кроме того, есть невероятная история про китайца, который получил российское гражданство после участия в войне. Российская Федерация, клянусь, соблюдайте Конституцию. Россия создала огромный теневой танкерный флот, чтобы обходить нефтяное эмбарго и продолжать получать нефтедоллары. Этот флот, состоящий из старых судов, представляет серьезную угрозу для морей и океанов. Неизвестно, где они ремонтируются, кто следит за их исправностью. У этих судов ненадежные страховщики, а системы слежения отключены. С 2022 по 2024 годы с теневым флотом было связано более 30 морских инцидентов по всему миру. Может быть, не теневой, но, тем не менее, флот, Королевский военно-морской флот Великобритании, снова берет на прицел российский военный корабль. На этот раз эсминец «Саммерсет» следил за корветом «Бойкий», который сопровождал судно «Балтик Лидер» через Ла-Манш и Северное море. «Балтик Лидер» известен как перевозчик оружия для российской армии, и он находится под санкциями Соединенных Штатов. Британские моряки не впервые сталкиваются с подобными ситуациями. В январе они отслеживали российское судно «Янтарь», подозреваемое в шпионаже, а в прошлом месяце 6 российских кораблей, перевозивших боеприпасы из Сирии. В конце февраля 2025 года из Беларуси ушла последняя шведская IT-компания из списка топ-2000 Forbes. Evolution Products Development, дочерняя структура Evolution Gaming Group, компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для онлайн-гемблинга, начала свою деятельность в Беларуси в 2019 году, открыв офис в парке высоких технологий и наняв около 80 сотрудников. Но весной 2023-го компания объявила о реорганизации, и это привело к сокращению штата и постепенному закрытию минского офиса к началу 2024 года. Процесс юридического ухода завершился в конце февраля 2025, что означает уход последней шведской компании из рейтинга Forbes с белорусского рынка, как, собственно, и прекращение существования белорусского IT. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.